Фигуристка из группы Этери Тутберидзе Александра Трусова рассказала о внимании со стороны болельщиков после Олимпиады в Пекине. Раньше мне казалось, что приходило больше женщин и маленьких болельщиков. Сейчас некоторые стоят с 3 до 7 часов около Ледового дворца, чтобы подарить мне цветы и сфотографироваться. До Олимпиады такого не было. На Олимпиаде в Пекине Трусова завоевала серебряную медаль в женском одиночном катании. Она прыгнула сразу 5 четверных прыжков в произвольной программе. Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова и двукратный серебряный призер игр в Пхенчхане Евгения Медведева подготовили новые программы к гала-шоу, посвященному юбилею заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой. 13 февраля Тарасовой исполнилось 75 лет, посвященное ей шоу состоится 15 апреля во Дворце спорта Лужники в Москве. Для меня большая честь вместе с великими спортсменами и артистами отмечать совместно уже 3-й юбилей Татьяны Анатольевны. Мы постараемся сделать этот вечер незабываемым и особенным, достойным великого тренера, заявил режиссер-постановщик мероприятия, призер Олимпийских игр Илья Авербух. В шоу также выступят олимпийские чемпионы Камила Валиева, Анна Щербакова, Марк Кондратюк, Виктория Синицына и Никита Коцалапов, двукратные серебряные призеры Олимпийских игр Евгения Тарасова и Владимир Морозов, призеры чемпионата Европы Александра Степанова и Иван Букин, олимпийские чемпионы Алексей Ягудин, Татьяна Татьмянина и Максим Маринин, Роман Костомаров, Татьяна Волосожар. Чемпионы мира 2009 года Оксана Домнина и Максим Шабалин и другие. На лед выйдут и участники телевизионного проекта «Ледниковый период», которому Тарасова посвятила 15 лет жизни в качестве бессменного главного судьи. Чемпионка Европы 2020 года по фигурному катанию Алена Косторная раскрыла подробности ухода от тренера Этери Тутберидзе. По словам Алены, в ее переходе в группу Елены Буяновой нет ничего скандального. Ситуация осталась между мной и Этери Георгиевной и тренерским штабом. Если мы расстались, значит, мы пришли к обоюдному решению. Это не так, что я кому-то насолила, а мне сказали «иди отсюда». Но при этом и не я тренерам сказала: вы знаете, вы такие-сякие, я с вами работать не буду. Я считаю, что и спортсмены заслуживают уважения, и тренеры, потому что это была командная работа, коллективная, объяснила ситуацию фигуристка. Она отметила, что вместе с тренерским штабом было принято решение, что продуктивнее будет пойти своими путями. Мы, проанализировав всю ситуацию, решили, что мы в принципе выжили из нашего сотрудничества все, что могли, и время пришло. Это не то, что мы друг друга матом крыли, переругались все. Все абсолютно спокойно, хорошо, рассказала Косторная. Спортсменка добавила, что на прощание принесла Тутберидзе корзину с фруктами. Косторной 18 лет, она занималась в группе Тутберидзе до сезона 2019-2020. А затем на год перешла к Евгению Плющенко вместе с Александрой Трусовой, после чего вернулась к Тутберидзе. В декабре стало известно, что Косторная сломала руку, из-за чего пропустила чемпионаты России и Европы и не сумела принять участие в Олимпийских играх. В феврале спортсменка сообщила, что снова получила перелом. Алена Косторная раскрыла некоторые подробности своих новых программ. Я пробовала катать сегодня первый раз показательный номер под Севару. Могу сказать, что это было не на 100%, кажется, процентов на 50 от того, что я могу. Естественно, я буду ее улучшать, но для первого раза очень даже неплохо. Есть какие-то детали необычные, но я делаю их очень хорошо на тренировках. Здесь они не везде получились или не так, как я бы хотела видеть. Много эмоций, сильные переживания и текст, что его нельзя просто выйти и откатать.
Это нужно прочувствовать, пережить какое-то свое эмоциональное состояние, передать. Новый показательный есть, можешь ли ты подвесить интригу, какими будут короткие и произвольные в новом сезоне. Я могу сказать, что музыку к короткой я ни разу не катала. Это будет что-то старое, но при этом и что-то новое, прям совсем, вполне известная музыка, но новая. И музыка произвольной, это моя стабильная тема, моя любимая, а какая, это уже пусть догадываются. Любимая, в голову снова лезет Вивальди. Нет, мы решили, что Вивальди пройденный этап, пройденная музыка, я его безумно люблю, но нужно двигаться к новому в новом русле. Алена Косторная призналась, что ей не важно выступать в следующем сезоне на международных или национальных стартах. Одно дело, выступать в Сызрани, другое на Гран-при, разве нет? На данный момент для меня не важно, где я буду выступать. Нет, конечно, я люблю перелеты, новую атмосферу, Сызрань не сравнится с Японией, будем откровенны. Сама атмосфера другая, вот эти 9 часов перелета, 3 пересадки. И ты вроде устал, но это другой мир, серьезно, это так интересно все посмотреть. Но старты есть старты, я получаю удовольствие, когда катаю свои программы на публику, даже когда не готова совсем, все равно катаю. Было очень много соревнований, где я была не готова, либо новые программы, но все равно шла и катала. Хотя мне говорили: Алена, ну давай снимемся, например, финал Кубка России, где у меня короткое не получилось, а произвольное более-менее. Яна Александровна Рудковская мне говорила: Алена, ситуация со здоровьем не та, оно того не стоит, это всего лишь финал Кубка России. А я такая думаю, вот сейчас возьму, остановлюсь. Но я же дальше себя не преодолею, а если я сейчас это сделаю, то дальше будет легче. Алена Косторная рассказала о своей спортивной форме и о том, что недавно перенесла в тяжелой форме вирус. Пока физическая форма не оптимальная все-таки. Нет, я вышла на лед буквально в пятницу, я сначала то правую руку сломаю, 8 недель гипса, потом вышла неделю, откаталась и левую руку сломала, тоже 8 недель гипса. Вышла к Елене Германовне Буяновой, начали что-то делать, уже каскады 3 восстановили. Не сказать, что это было вау и стабильно, но как-то раз прям получилось, и мне сказали: молодец, сегодня герой. Это было буквально в одну из пятниц, потом в субботу дали отдых, мы работали над программой, постановкой. И в понедельник я понимаю, что что-то не так, и раз, тест на вирус положительный, выбываю на 2 недели, лежала, болела. В пятницу вышла и начали вспоминать все. Ты именно болела или просто не могла выйти из дома из-за положительного теста? Я неделю лежала с температурой 38-39 градусов, все, что могла выпить из лекарств, я пила, что разрешено и что могло как-то превратить меня в состояние человека. Но все равно ничего не помогало, слабость, вялость, сопли, горло. Меня накрыло все подряд прямо, все, что можно было, я подцепила. Почему тебя это постоянно преследует, у тебя есть объяснение. Чем тяжелее человеческий путь, тем больше дано человеку потом, тем больше будет вознаграждение в какой-то момент.